Привет, дорогие друзья, привет, гости моего канала. Меня зовут Ева, и сегодня мы посмотрим с вами тему «Кто ваш будущий муж?». Располагайтесь поудобнее. Сегодня будет, я вот чувствую, очень теплый, интригующий, уже из потока мне идет расклад. Сегодня мы посмотрим, кто ваш будущий муж. Я вот для всех, видимо, карта. Загадывайте, как обычно, два варианта, но вот часто с торца выходит общее настроение всего сегодняшнего расклада. Повешенный, но здесь он в женском обличии, в общем-то, здесь на самом деле, я думаю, что вы очень-очень ждете, то есть вы уже, ну, не знаю, вы в стагнации, вы в состоянии, скажем так, когда же это кончится, вот, в хорошем смысле, да, но, в общем, вы очень устали ждать, вы очень хотите встретить этого человека, вы готовы. Практически все, кто сейчас смотрит этот расклад, сейчас немножко как-то свет настроим, вот так вот, все, кто смотрит расклад, очень готов. Внутренне я смотрю, из потока мне идет, что готовы все. Давайте посмотрим. Да, ну, там пришла еще королева жезлов была, я увидела, да, вот, и смерть идет. То есть вы, на самом деле, вы уже, вот этот цикл трансформации, перерождения у вас подошел к концу. В общем, загадывайте второй вариант. Сегодня будет два варианта. Советую всегда смотреть два варианта, потому что в каждом может что-то перекликаться. Какой-то будет основным, но какие-то основные такие, знаете, какие-то точечные моменты могут с вами срезонировать, дать вам подсказку. Ну что, поехали, давайте смотреть вариант первый, девочки. Кто ваш будущий муж? Кто ваш будущая вторая половинка, ваш партнер по жизни? Давайте смотреть. Двойка жезлов. Ну, вот ваш человек, ваш будущий муж, он, видите, он тоже в ожидании вас. У него сейчас тоже, видимо, какие-то в жизни выборы, у него какие-то варианты. Он, может быть, сейчас тоже переживал какие-то трансформации, у него какие-то были кризисы, и он сейчас, ну, знаете, направо пойти, коня потеряешь, налево пойти, там еще что-то, да, то есть у него процесс, я вот вижу, мне из потока идет, что человек, на самом деле человек, вот у единичек будущий муж, вот я вижу, это человек очень динамичный, человек очень динамичный. Тут, видите, опять кубки выходят, да, паж кубков, очень эмоциональный, чувственный, динамичный, тонкий человек, ваш будущий муж. И почему вот у него сейчас стоит два выбора, то есть я бы даже сказала, вот у него как будто бы идет или карьера, или личная жизнь, то есть он так даже для себя выбирает, он понимает, что у него есть какой-то ресурс, влюбленные, да, видите, выбор у него, я же говорю, выбор есть. То есть он или выбирает, или пойти в карьеру, да, или пойти сейчас в отношения. То есть он еще, поэтому, наверное, еще в вашу жизнь не пришел, потому что у него была какая-то трансформация, был период выбора, и он думает, на что ему сейчас правильнее распределить свой ресурс, свои силы, что для него на данном этапе жизни важнее. Королева Пентаклей. Вот, потому что он такой человек, который не захочет вступать в брак, в отношения, пока у него чего-то нету. То есть он бы хотел, чтобы его женщина жила как у Христа за пазухой, понимаете? Чтобы у них, чтобы все было, сейчас вот так вот, да, чтобы все было. То есть человек готов заботиться, хочет заботиться. То есть он не будет входить в брак по-пустому, да, то есть просто на, как бы, на каких-то эмоциях, на каких-то чувствах, да. То есть он достаточно осмысленно, вот он, скажем так, он не хочет вот так вот по легкости заходить в брак, а там, ну, как поженимся, встретимся, а там что будет, да, то есть многие же встречаются, начинают отношения именно так, но бывают хорошие варианты, но в основном все такие варианты, когда на авось мы надеемся, случается то, что случается, да, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот. Тройка жезлов, ваш будущий муж. Ну, я думаю, что человек достаточно с непростой судьбой. У него большой опыт, он прошел в этой жизни достаточно много. И я думаю, что вам с этим человеком будет не то, что, знаете, как за каменной стеной. Вам будет с ним очень интересно. То есть это, наверное, будет человек, у которого вы зададите вопрос, он ответит вам на любой вопрос. Есть какая-то проблема, решение проблемы. То есть это не человек, когда возникает какая-то ситуация, он у вас спросит, ну что, давай, что будем делать, а как мы это решим. Это человек, который, есть проблема, окей, давай решаем, как это, давай так, вот так вот. Тебе так нравится, класс, погнали. То есть это человек очень динамичный,
очень, знаете, вот я вот прям включилась в его такие энергии, он очень сосредоточенный, очень спокойный, то есть у него нету вот, знаете, вот этих бурлящих эмоций, неопределенности, то есть он уже съел пуд соли, опять выходит двойка жезлов, он съел пуд соли, он уже повидал жизнь, он увидел мир, понимаете, и он знает, как бывает хорошо, как бывает плохо, он видел и темные ночи, и светлые дни, он уже, знаете, скажем так, человек закаленный, поэтому он знает прекрасно, что будет, если не брать ответственность, какие будут последствия. Вот, поэтому это человек, который хоть и выходила там Паш Кубков, хоть и чувственный, но человек со стержнем. Вот, вот такой вот у вас будущий муж. Не знаю, единички, как вам? Такого загадывали? Давайте посмотрим что-то, что нам еще из потока про него расскажет, что нам карты о нем расскажут сегодня. Давайте смотреть. Король мечей. Вы знаете, что я еще могу сказать про этого человека? Этот человек для многих может быть казаться немножечко таким вот человеком-одиночкой. Мне вот, я по картам читаю, мне, когда параллельно из карт идет, из потока, мне идет, что человек может быть немножко такой, знаете, человек такой одиночка, такой вот, знаете, такой вот такой воин, один на один с этим миром. Поэтому у него, собственно, большой такой опыт, он много чего прошел. То есть человек много чего повидавший. Он, скажем так, ну, не будет связываться с кем попало. И в отношения он будет вступать достаточно осознанно, спокойно. То есть это не тот человек, который вас на третий день позовет замуж. Он, скорее всего, будет за вами ухаживать, наблюдать. Ухаживания будут интересные. Ухаживания будут, знаете, такие, скажем так, интеллектуальные. Не просто сходили в кафейков попить. Он будет вас приглашать, может быть, в какие-то музеи, в какие-то места, на какие-то события, на какие-то ивенты. Интересно, карта вышла перевернутая. Редко такое бывает в колоде. Вот, смотрите. Я сегодня на русский не могу переключиться, вы меня простите, да? Вот. Туз пентаклей и перевернутая вышла десятка жезлов. Вот, о чем я говорила. В общем, это человек, который не будет ввязываться во что-то впустую, и он знает цену, понимаете, каким-то, ну, как бы пустым связям, каким-то таким отношениям. Поэтому он будет входить в отношения, понимаете, уже так, чтобы потом не создать себе лишних проблем, так, чтобы себя не перегрузить. Поэтому он будет начинать отношения очень вдумчиво, очень осознанно. И он будет, как бы, знаете, и себя как бы проверять вашу пару какими-то свиданиями, какими-то ситуациями, чтобы как бы и вы поняли, и он. То есть я смотрю, что ему важно, чтобы вы тоже поняли, насколько он вам подходит. Вот, давайте еще посмотрим, какой ваш будущий муж. Все время выходит то король мечей, то король жезлов, все время везде короли выходят. То есть это человек, понимаете, это настолько уже взрослый человек. То есть я думаю, что этот человек может быть даже старше вас на несколько лет. Может быть даже там на 10-15 лет быть старше вас. Если это человек вашего возраста или моложе, но мне почему-то кажется, что этот человек немножко постарше вас будет. И он будет настолько опытный, понимаете, вот вы когда встретите этого человека, у вас будет ощущение, что, боже, неужели такие мужчины бывают? А что, так можно было? Понимаете? Judgment. Страшный суд. Потому что ваша встреча, она будет на самом деле вот такая, знаете, как роковая. То есть вы вообще, вы ну, как бы будете смотреть на него, на его проявление, вам будет казаться, что это какой-то фейк. Такого не может быть. То есть его проявления, они вас будут как бы, в этом есть какой-то подвох. То есть такого не бывает. То есть, потому что человек будет настолько серьезный, сосредоточен, настолько честный, откровенный, что вы будете даже немножко опешены от этого, понимаете? Потому что вы привыкли к другому, вы жили в другом. Вот. Паш Кубков. Да, вы будете смотреть на эту золотую рыбку, и вы просто будете, как бы, понимаете, вы будете как бы вне себя от восторга, и вы как бы вам это нравится, но вы будете не знать, что с этим делать, и вы даже первое время будете держать дистанцию, и он будет чувствовать от вас тоже, я смотрю, этот холод. То есть человек деликатный, он, чувствуя этот холод, он не будет, знаете, пытаться вас как-то давить, он будет пытаться, вот, конечно, говорю, создавать какие-то умные свидания, какие-то встречи, какие-то разговоры, какие-то темы, чтобы появилось доверие, чтобы вы друг друга прочувствовали, понимаете? Вот, умеренность.
Вот. По умеренности он будет действовать очень тонко, очень благородно, очень взвешенно. То есть это не будет, знаете, человек, который на адреналине, а погнали, а давай это, давай то, а потом как бы, ой, а у меня там, а я там, не знаю, там, а у меня негде жить, или у меня там нету работы, или я вообще не знаю, куда тебя по этой жизни вести. То есть это человек, у которого есть четкий план, человек, который готов к отношениям, то есть который будет уже, знаете, скажем так, не на словах, а на деле. Вот. Ну, все время выходит король пентаклей, как не мешаю, все время короли. То есть это человек зрелый, готовый во всех, в материальном, в ментальном смысле, во всех планах. Это человек, который умеет рулить ситуацию, управлять ситуацией, готов рулить в отношениях, понимаете? Не просто вот давайте ну, как ты решишь, или там, а ты чего хочешь, ну, а ты чего хочешь, куда пойдем поужинать, да, то есть он скажет вам, в какой ресторан, он скажет вам, в какое место пойдем, он там забронирует, он решит, он будет интересоваться, то есть я видела, что человек тонкий, он будет интересоваться вашими, он не будет совсем, знаете, вот как бы вообще вот вас не спрашивать вашего мнения, он будет видеть, что вы как бы такая немножко отстраненная, он будет спрашивать вашего мнения, как вы хотите, а тебе так нравится, вам будет это все непривычно, понимаете? Вот, давайте посмотрим, есть ли какие-то у вашего будущего мужа, может быть, какие-то темные стороны. О, интересно сразу же. Только подумала про темных сторонах, сразу же вышла карта семерка жезлов. Ну, на самом деле, то есть нужно понять, что его темные стороны, скажем так, да, у каждой стороны две медали. Это человек, как я уже сказала, да, учитывая его опыт, что он уже прошел, это человек с непростой судьбой, с непростым характером. Человек может быть немножечко... Вот мне даже идет через эту карту, знаете, это человек не резкий, но это человек такой борец. Он по жизни будет таким пробивным. То есть вы, может быть, привыкли быть с такими немножко хлюпиками, с такими нежными, с такими немножко женоподобными мужчинами. То есть этот мужчина, у него будет такая вот, знаете, такая вот эта вот он так воля в кулак, что вы немножко даже ошалеете, вы даже не будете понимать, как себя с ним вести. Вот, пятерка чаш. Вы будете как бы раздавлены, то есть вы будете видеть в этом на самом деле какой-то подвох. Но вам нужно понять, что просто вы с такими мужчинами раньше не имели дел. И вы не знаете, как с ними обращаться. С мужчинами, которые будут бороться за правду, у которых была непростая жизнь, и они уже, знаете, как бы пуд соли съели. То есть это человек, ну, как бы даже, может быть, с какой-то драмой позади. Но я вот вижу, что этот человек из этой драмы вынес... человек в этой... У нас, кстати, посмотрите расклад. Ваш человек по судьбе идет, и там все время выходила эта карта. Понимаете, возможно, эти два видео, эти два расклада перекликаются. Посмотрите. Это человек, который, понимаете, он вынес уроки. У него было много разных. Вот он ходил по шахматной доске по этой жизни, понимаешь, император. И он не то, что как бы победил, он взял под контроль себя, свои эмоции, ситуацию. То есть понимаете, люди, которые достигли такого уровня в жизни, это люди, которые в отношениях не будут играться в цацки пески, у вас не будет там истерик. И вы сами не будете истеричны. Вам поначалу будет хотеться вот это создать вот эту вот драму, понимаете? Потому что вы привыкли с мужчинами драматизировать, у вас какие-то страдания, какие-то метания, какие-то качели эмоциональные. Этот человек, сейчас я вам вытащу карту и подтвержду, этот человек к этому вообще он этого не приемлет. У него все сухо, холодно, по уму, спокойно, разобрались, погнали дальше. То есть человек не будет, который вот это купаться в страданиях и как бы застревать в эмоциях. Мне кажется, это очень хорошо, это вам судить. Информация с потока, она для вас. Вы сами должны для себя выбрать. Может быть, кому-то этот расклад поймет, что да, именно такого человека хочу, а кто-то может поймет, нет, я такому человеку не готова. Мне нужен человек более чувственный, мягкий, эмоциональный. Может быть, я в этих отношениях буду сильнее, буду вести. Да, то есть каждый выбирает сам для себя. Но вот первого варианта будущий муж будет именно таким. Вы сами понимаете, что мы смотрим с вами самую большую вероятность, да, в вашей жизни, но все зависит от вас. Как вы решите, какой вы сделаете выбор, от вашего опыта, от ваших знаний, от вашей визуализации, от вашего намерения. От этого зависит, как будет развиваться ситуация, какого человека вы встретите. Ну, давайте последнюю карту, совет. Во-первых, давайте коротко посмотрим, как скоро произойдет встреча. Опять король кубков. Вы понимаете, вот человек, я же говорю, человек сейчас заканчивает какие-то трансформации, он сейчас
в пути понимания, он идет как бы вглубь себя, в карьеру, или идет в эмоции, в отношения. То есть у него сейчас идет, наверное, такая последняя стадия как бы проработок внутренних. Ну, проработок это в нашем таком смысле, да, то есть он, какой-то такой внутренний диалог у него заканчивается. Опять все время выходят короли. Как я не мешаю колоду, все время выходят короли, понимаете? Вот. Ну, я думаю, что, вы знаете, сейчас мне еще карта, вот это вот, я хотела просто, это прямо та мысль, которая у меня была. То есть я думаю, что как только у вас у обоих, я чувствую, что у вас параллельно идут вот эти вот трансформации, и заканчивается вот это состояние подвешенного, повешенного, застрявшей ситуации, у вас параллельно, то есть вы как бы синхронно сейчас вот двигаетесь. Вот. Как скоро. Ну вот как только, понимаете, как только вы себе разрешите такого человека хотеть, потому что у вас крылья потребности под такого человека уже есть, но вы себе даже не представляете, что у вас может быть такой мужчина. Вы привыкли с мужчинами такими, знаете, у которых все время денег недостаточно, или у них какие-то все время проблемы, у них там все время нужно ему помогать, его спасать. То есть у вас вот какой-то такой формат очень часто в отношениях, где вы, по сути, должны быть таким, знаете, тоже рулевым, вы должны впрягаться, даже если не финансово, то морально. То есть вы привыкли к таким отношениям, да, но на самом деле вы хотите совершенно другого. Вот. И ваш мужчина тоже, вот встреча произойдет тогда, когда вы, понимаете, вот, по справедливости, эта встреча произойдет тогда, когда она, ну, как бы произойдет какой-то, знаете, вот баланс. То есть когда случится момент, когда твои желания и твои возможности, и твои мысли, все это съедится воедино. Вот. Ну, давайте примерно хоть какую-то дату посмотрим, когда это может быть, от того момента, когда нашли вы этот расклад. Опять выходит, видите, перемешала восьмерка жезлов. Ну, я думаю, что здесь о 8 днях речь не идет, потому что у каждого еще какой-то процесс. Я думаю, что где-то, может быть, 8 недель, 8 месяцев мне именно резонирует больше всего именно 8 недель. Вот, да, именно 8 недель. Даже вот я смотрю, это, скорее всего, вот в период весны, если вы нашли этот расклад сейчас. Если вы нашли это в любое время года, скорее всего, это будет или весной, летом, вот такой вот, знаете, такая уже весна, такая вот зелень, как у меня сейчас здесь за окном. Вот. Где-то вот такие вот... Ну, есть люди, у которых уже прям на пороге. Есть люди, которые на пороге, у которых буквально там, знаете, 8 дней, то есть на днях, счет на дни. То есть 8 дней, допустим, да, через неделю. Какая-то встреча, какое-то знакомство, какой-то, знаете, знак. Может быть, вы с кем-то пересечетесь взглядом, что-то такое будет. Как это может произойти? Может быть, что-то, знаете, может быть, что-то в интернете, какой-то контакт, какая-то переписка, какое-то, знаете, знакомство такое, знаете, вот вы даже не поймете, что это, а потом как-то оно вас или приведет к этой ситуации. То есть даже, может быть, не этот человек, а вот эти мысли, какой-то разговор приведет нас потом к этому человеку. Вот такая вот у вас ситуация у единичек. Давайте попросим у карт из потока для вас совет. Одну карту вытащим. Императрица. Ну, конечно, ну как же так? Ну как же не так? Вы понимаете? То есть весь этот расклад показывает, что вы должны понять, что вы императрица, вы шикарная женщина, у которой есть внутренняя красота, у которой есть сила, у которой есть сила духа, у которой уже много тоже наработок, которая под стать, понимаете, тому королеву императору, хотя думает, что она дюймовочка, понимаете, такая маленькая, крошечная, ничего не стоит. На самом деле вы вот такая. Вот заскриньте себе, посмотрите, вот вы вот такая вот, понимаете. Вы прекрасная, мощная, вы сильная, но сильная именно по-женски, с женской энергией. Поэтому вам совет, девочки, увидеть свою истинную природу, истинную силу. Не преуменьшайте себя. Вот. И тогда такой мужчина, о котором вы мечтаете, войдет в вашу жизнь. Так, ну что, давайте перейдем ко второму варианту. Будем смотреть двоечек. Что у вас за будущий муж? Сейчас переключусь, потому что немножко другой мужчина, я уже чувствую с потока. Ой, тяжело стало дышать. Посмотрим, что там у вас за будущий муж. Романтик. Романтик у вас? Да, романтик. Сразу же Паш Кубков, да? Паш Кубков пришел. Мужчина-романтик, мужчина чувственный, мужчина романтичный. То есть человек...
знаете, вот он подвержен эмоциям. То есть если вот первый вариант, я смотрю, это были такие, получается, у нас такие мужчины были сдержанные, холодные, то в двоечке это мужчина не такой, как у единичек, совершенно другие чувства, уже прям энергия переключилась, то есть человек порывистый, он может быть немножко порывистым, эмоциональным, знаете, таким чувственным, Eight of Cups, да, восьмерка чаш, то есть человек, который вот наблюдает на все вокруг, он созерцает, то есть это человек, который, ну, совершенно по-другому живет. Вы знаете, у него взгляд на жизнь очень тонкий. То есть я вот вижу, что это такое, знаете, натура романтичная. Для него гораздо важнее не, там, не знаю, там, насколько дорогой ресторан или насколько там, не знаю, популярное известное место крутое, в которое он пригласил, а насколько оно будет, может быть, там красивым, романтичным, насколько там будет приятная атмосфера. В работе он тоже человек, то есть ему почему-то идет, что это почему-то пришли такие какие-то, то есть инженер, доктор, ну какие-то вот такие профессии, очень такие, знаете, вдумчивые, то есть человек очень вдумчивый, чувственный, тонко чувствующий человек. Вот, который не может, знаете, вот просто по-пустому как-то разговаривать и общаться с людьми, то есть у него все общение по глубине, опять перемешала, все равно вышло, да, у него все общение по глубине, даже если вот, видите, вот пришло колесница, то есть это человек, который, знаете, вот тихо едешь, дальше будет, то есть он все время в движении, то есть это не застойный человек, тоже человек, я вот смотрю, тоже достаточно активный, но это человек, который двигается очень спокойно, не порывисто, он живет очень, знаете, так спокойно, осознанно, и даже его движение вперед кому-то может показаться медленным, понимаете, таким вот каким-то застревающим, неспешным, да, то есть он не бежит за успехом, он человек, которому гораздо важнее процесс, а не результат, вот я бы так сказала. Вот. Человек, который иногда может уходить в эмоции, немножко драматизацию. Вот. Поэтому вот, вам нужно это знать. Я думаю, что вот и девочки, которые смотрят этот расклад и выбрали второй вариант, они сами за собой замечают, что они тоже бывают склонны к таким вещам. Вот. Восьмерка жезлов. Ну, ваш будущий муж все равно достаточно, вы знаете, он будет человеком достаточно активным, он будет проявляться к вам активно. Ваша встреча произойдет, вот восьмерка жезлов, здесь тоже, я думаю, что в совсем ближайшее время будет происходить эта встреча, поэтому это будет, знаете, такой очень, скажем, такой быстрый вход в вашу жизнь, но очень романтичный. Он может своим появлением в вашу жизнь ее, как бы, знаете, изменить, удивить, сейчас немножко свет поменяем, изменить, удивить, добавить каких-то, знаете, таких внезапностей его появления, и вот вы привыкли немножко к мужчинам таким холодным, может быть, таким сдержанным, знаете, которые не могут там, знаете, поговорить о чувствах, о любви, а этот мужчина, который будет готов, четверка пентаклей, который будет готов разделить с вами и разговоры, а что мы приготовим на ужин, что у нас в доме, какие-то такие даже женские немножко темы, то есть ему все это будет очень, знаете, вот, ну, романтичная натура, чувственная романтичная натура, человеку, которому все это очень, знаете, ему выбрать вам платьице, вот сразу платьице, ему выбрать вам платьице, королева жезлов, помочь выбрать вам наряд, платье, то есть немножко окунуться в женские энергии, то есть, видите, он королева жезлов, хотя мы говорим о нем, да, то есть он все-таки достаточно такой со стержнем человек, но он очень чувственный, то есть он поможет вам выбрать платье, косметику, купит вам помаду. Это человек, который будет в отношениях гораздо больше акцентироваться, десятка пентаклей, на чувствах. И семья для него очень важна, семейные ценности. То есть он будет настолько, вы знаете, вот, чтобы дома все было красиво, чисто, что-то будет покупать в дом. То есть он будет очень как бы заботиться о эмоциональной, скажем так, составляющей отношения. То есть это не просто человек, знаете, который вот там, я там в дом кусок хлеба принес, как бы, а там дальше, как бы, ну, сами разбирайтесь. Нет, это человек, который будет включаться, общаться. То есть, двоечки, у вас будущий муж очень чувственный, тонкий человек. Опять вышла королева жезлов. Вот я не могу понять, что-то, видимо, она вышла, я еще про нее не сказала из потока. Королева жезлов, про вашего будущего мужа. Но вы знаете, сейчас у него период, когда он в расцвете своих сил. И я вот сейчас его смотрю в потоке, то человек уже, если мы в первом варианте смотрели, человек еще определяется, что он хочет, здесь уже человек точно понял, ему только отношения. Для него вообще карьера, это все второстепенно. Это как бы сначала, вот знаете, самолеты, а девушки потом нет. У него сначала девушка, сначала отношения, любовь,
чувства, семья, а потом уже, самолеты. Вот. То есть это человек, который будет ставить отношения, поэтому у него сейчас не стоит вопрос карьеры или там еще что-то, чем заняться. Он четко знает, что ему нужны отношения, он в эти отношения идет, он эти отношения хочет. Поэтому, вот, видите, новое начало. То есть он, как бы, он уже готов идти вперед. Вот, он нам показывает, что там, видите, вот, всегда у дурака есть какие-то подводные камни. Он, на самом деле, почему вот он вроде готов, ждет, но у него, на самом деле, я смотрю, есть еще тоже нюансы, которые, почему встреча ваша не происходит, да, которые немножко сдерживают эту встречу. Вот. Ну, у него, видимо, есть какие-то незакрытые там финансовые вопросы, что-то по работе, что-то, может быть, какие-то его там, может быть, он еще не развелся в процессе развода, такое тоже может быть. То есть человек, может быть, выходит из отношений, да, то есть он уже наполнен, готов, он жил, может быть, в отношениях очень сухих и холодных, он очень хочет любви, но он, может быть, еще там формально не развелся, такое тоже может быть. Вот. Ну да, скорее всего, так и есть. То есть так и есть. Человек морально уже очень сильно готов, внутренне очень готов, но как бы на поверхности могут быть такие нюансы, что он немножечко, скажем так, эмоции бегут впереди. Эмоции, ой, карта были, эмоции бегут впереди. Интересно, что там, четверка мечей. Ну, да, у него, вы знаете, вот он думает, что он уже готов эмоционально, а на самом деле у него еще какие-то разбитое сердце еще есть, он еще немножко, знаете, так переваривает весь свой прошлый опыт, поэтому, наверное, вот в данный момент, в данную минуту встреча еще не произошла, потому что у него тоже есть какие-то моменты, которые у него вроде как бы есть ресурс, но нам показывают, что у него в подсознании есть еще программы, есть еще какие-то моменты, которые мешают этой встрече. Вот. Давайте дальше поехали смотреть, что нам еще скажут про вашего будущего мужа, дорогие двоечки. Шестерка мечей. Да, ну видите, человек, я же говорю, он, я думаю, что он, скорее всего, он был в непростых отношениях, из которых он сейчас уходит, и ему просто очень хочется любви, но, может быть, он еще не до конца их закрыл для себя внутри, понимаете, и формально, и где-то есть еще какие-то моральные аспекты, может быть, есть какие-то обиды, может быть, есть какие-то незакрытые вопросы, поэтому человек на вашем пороге, но у него, видите, еще есть вещи, которые мешают, да, у него есть еще много скрытых таких эмоций, моментов у вашего бывшего мужа, поскольку он человек чувственный, он не может войти в новое, не закрыв старое. Ему нужно все это, скажем так, прогрузить через себя, пропустить через себя, все закрыть, весь этот негатив как бы выпустить. Потому что человек, я смотрю, очень светлый, чистый, очень тонкий, и он не хочет нагружать свою новую половинку, вот, не хочет нагружать ее вот этой тяжестью, которая у него была в прошлом. Так, интересно очень. Совершенно два разных, видите, варианта. Давайте еще, двоечки, посмотрим, что нам карта расскажет о вашем будущем муже. Вот я сегодня, видите, переворачиваю. Эта карта вышла там перевернута, а здесь она десятка мечей. Я думаю, что у него осталось совсем немножечко, еще чуть-чуть, и он будет абсолютно готов. То есть у него там какие-то моральные аспекты, какие-то еще вопросы юридические или какие-то, может быть, еще дела, но он абсолютно готов к отношениям. То есть у него большой багаж эмоций, чувств, ему есть что подарить женщине, есть как женщину побаловать, чем ее удивить, скажем так, подарить ей какое наслаждение во всех смыслах. То есть человек знает толк. Вот, король Пентаклей. Ну да, человек, видите, он знает толк, он эмоциональный, он уже как бы эту жизнь понял. Он уже эту жизнь понял. Поэтому и денежка у него, я думаю, будет. И опыт, и карьера, у него все это уже есть. Вот. Ну, какие-то еще есть последние, знаете, нюансы закрыть, и он, в принципе, уже бежит к вам. Но денежка, да, тут это денежный. Вот этот мужчина достаточно денежный, он эмоциональный, но он тоже денежный достаточно. То есть у него как бы с финансами, он сможет и дом построить, и как бы ему есть на что строить отношения. Понимаете, это не просто такой романтик с пустыми карманами. Нет, это мужчина тоже такой, знаете, ну как бы уже такой повидавший жизнь, зрелый. Он зрелый, и ему есть что женщине предложить. Вот. Смерть. Да, вот интересно. Ну вот видите, я же говорю, что этот человек очень, скажем так, вот уже, знаете, допроживает последние моменты, у него уже как бы на душе цветы распустились, то есть он эту трансформацию уже прошел. Вот.
Он умеет, он много раз вот этого, знаете, вот эта смерть приходит карта. Он чувственный, он столько раз переживал и проходил через всякие темные стороны души, он столько раз это переживал, что он, понимаете, он, для него это, понимаете, новая страница жизни, это для него как приключение, для него это новые эмоции. И он понимает, что за этим будет стоять, что это путь, который нужно будет идти. И он это прекрасно все понимает. Вот. Видите, это человек, который сможет действительно создать и семью, и отношения, потому что у него есть в этом опыт. Я думаю, что у него уже был даже опыт брака, скорее всего. Это человек, который уже был, ну, даже если не в браке, то у него были серьезные отношения, из которых он вынес очень много уроков, из которых он научился быть чувственным, ухаживающим, знаете, таким джентльменом, который там и прокладки купит, и позаботится, чтобы у жены было платье на Новый год, и, не знаю, там и борщ даже ей приготовит, или там что там у вас он готовит, не знаю. То есть он не пассивный, это человек активный, который будет действовать, который будет знать, как действовать. И он, видите, все равно вот все время выходит женское, понимаешь, обличие. Вот мужчина с тонкой, вот, понимаете, такой, как женской натурой, как бы, такое мужское, как бы, мужское тело, но у него такая женская душа, очень тонкий, чувственный, эмоциональный. С ним сонастроиться, пообщаться женщине, да, вот это, знаете, как говорят, что там с геями или там с такими мужчинами многие женщины дружат. Вот он нет, он не такой, он мужественный, он как бы серьезно. Вот все время выходит эта карта, понимаете, у него просто очень большой опыт, у него просто большой опыт в отношениях, у него просто большой опыт. Вот еще карта тут какая-то просится. Что за карта выходит? Видите, у него просто большой опыт. У него просто вот так вот себе можете заскринить, вот двоечки, видите? У него просто очень большой опыт именно вот отношений в паре. Вот все не просто там, знаете, вот прыгал с койки на койку. Он проживал каждое отношение и выносил из них урок, понимаете? Как бы проживал чувственно каждую ситуацию, каждую обиду, каждый какой-то конфликт, недопонимание. То есть он выходит, понимаете, с большим багажом эмоциональным, и ему есть что женщине предложить. Это очень-очень-очень важно. Для брака, вот двоечки, очень интересный мужчина, вот будущий муж, зрелый, с богатым багажом таким. Да, очень интересно. Ну, давайте посмотрим последнюю карту совет, и когда будет встреча у вас. Давайте совет посмотрим. Совет. Совет для двоечек. Опять императрица, девочки. Ну, видите, совет вам. Вы тоже должны понять, что у него-то есть багаж и так далее. А у вас тоже есть. Вы тоже, как женщина, накопили очень много знаний, понимания о себе, о мужчинах, об отношениях. То есть вы ему подстать, понимаете? Вы тоже такая же. Вот, тоже такая же чувственная, эмоциональная, видите? Потому что двоечки, скорее всего, это тоже очень чувственные, романтичные, нежные натуры, видите? Вот. Видите, у нас там королева кубков. Видите? Вот, это очень классно. Так что вам совет, вы должны понять, что понимаете, ваш мужчина, вы самочувственная, тонкая, и вам такой мужчина тоже нужен. И вы это, может быть, вам кажется, что вам нужен такой грубый, смелый, такой дерзкий, а на самом деле, потому что вы очень тонкая, чувственная, тоже, чтобы вас оценили и с вами могли строить отношения, вы понимаете, вам нужен тоже такой человек. По поводу, я думала, когда пройдет встреча, девятка кубков. Ну, видите, все здесь кубковое. Здесь у двоечек все кубки, чувства, эмоции, романтика, красиво, цветы, весна. То есть 9 дней, 9 ночей, хотела сказать. А почему-то именно хотела сказать 9 дней, 9 ночей, потому что натура эмоциональная, видимо, романтика будет просто прям, понимаете, 9 дней, 9 ночей, ну и 9 недель, 9 месяцев. Но мне вот почему-то вот в этом раскладе в том, то есть это достаточно... Такие, знаете, вот уже, тоже шестерка чаш. Это уже отношения, которые, понимаете, вот оно уже как бы зарождается, это что-то вот уже рядом. То есть у кого-то 9 ночей, у кого-то 9 недель с момента, когда вы нашли этот расклад. Вот такой вот интересный сегодня получился поток, эта карта выпадает. Да, новое начало, понимаете, будет новое начало, новый путь, новые отношения. Все придется начать с чистого листа. Чистого лича. Ну, вот видите, никуда не могу деться. Вот последние все расклады выходят, вот король кубков, видимо, кто все смотрят. Натуры очень эмоциональные, чувственные, все хотят отношений, хотят, чтобы мужчина был тоже таким эмоциональным, тонким, чувственным. И вот видите, ваш будущий муж тоже вот такой вот, способный, умеющий любить, что очень-очень важно. Вот.
Ну, в общем, семерка пентаклей. Я думаю, что все будет хорошо, все сложится. В очень ближайшем времени будете чувствовать себя хозяйкой положения. Ваша встреча обязательно произойдет. Вам этого искренне желаю. Надеюсь, этот расклад был вам полезен. Этот поток, который сегодня, прям мне вот именно тема «Будущий муж». Нужно про нее сегодня с вами поговорить. Оставляйте ваши комментарии обязательно. Мне это очень-очень важно знать, что вам срезонировало, как, может быть, какие-то свои идеи, предложения, любые ваши комментарии. Но самое главное, что пишите, какой вариант вам отзывается, пишите «принимаю», «благодарю». И пусть такой мужчина войдет в вашу жизнь, потому что сегодня пришли, что первый, что второй вариант, мужчины очень такие, знаете, серьезные мужчины. То есть они хоть, может быть, и романтики, но они как бы с багажом, то есть уже готовые к отношениям, вот, и к браку. С вами была Ева. До встречи на канале Ева Оракул.